Привет, YouTube! Сегодня я хочу рассказать тебе, как я жил в Дубае, почему я там оказался, и некоторые свои сравнения с Россией, то есть плюсы Дубая и минусы, если это можно так назвать. На самом деле в Дубае я очутился случайно, потому что изначально планировал стажировку в Непал. Да, у меня были транзитные билеты через Эмираты, но конечная цель была именно Катманду, где я все лето должен был работать физруком, но, как мы знаем, планам свойственно не сбываться, особенно в такой период, в период ковида. Можно было бы, конечно, расстроиться, можно было бы ничего не делать, но я решил проверить себя, насколько я самостоятельный, насколько я готов к независимой жизни, насколько я готов погрузиться в неизвестную для меня среду, насколько я готов там работать, насколько я готов там выживать просто-напросто. Как показывает мой опыт, нет ничего невозможного, было бы желание и находчивость. Маковское кофе. Итак, вот с билетами на руках я буквально за 2 недели начал искать, где же мне там остановиться. Для этого я начал использовать ресурсы, такие как Facebook и Telegram. Нашел там чаты русскоговорящие, русские, ВОАЭ. Писал: вот, я собираюсь приехать в Дубай, интересуюсь фотографией, видеографией, фитнесом, йогой. Не могли бы вы мне подсказать, где остановиться? В итоге, случайно или не случайно, один прекрасный человек, почему прекрасный, потому что он мне помог, написал, говорит: да, вот, я работаю фитнес-тренером, давай свяжемся, поболтаем, я тебе расскажу про Дубай, некоторые условия, в которых я проживаю, может быть, ты захочешь вместе со мной. В итоге я прилетел туда, и в этом хостеле или шеринге мы начали вместе снимать квартиру. Ну как, нас там жило 4 человека, вообще должно было быть 6, но не суть. Условия довольно-таки комфортные, то есть все минимально, что нужно. Это кухня, это ванна, это холодильник, я не знаю, балкон, стиральная машина, все, что нужно для типичного проживания. И спасибо огромное Васе, спасибо огромное за то, что он мне начал показывать Дубай, за то, что он мне рассказал, как, что работает, за то, что мы вместе с ним ходили на интервью, за то, что вместе с ним я практиковал свой английский, за то, что вместе с ним, я не знаю, набрался какой-то уверенности. Также эту первую неделю мы ходили на собеседование в фитнес-клубы, чтобы устроиться. I'm not going to search for job here, I'm search for myself here, because last year my life was extremely changed when I not dropped my college in field of law, but after working in summer camp with children as an instructor, understand how this period of life is important. Не скажу, что прошло все идеально. Мы были на 2 очных встречах в премиальных фитнес-клубах. К сожалению, туда нас не взяли. Касаемо уровня притязаний, мои какие-то, возможно, завышенные ожидания не позволили мне остановиться на среднестатистических фитнес-залах, на обычных клиентах. Мне просто хотелось чего-то большего. Я ощущал, что я могу дать людям гораздо. Забегая немного вперед, хочу поздравить Васю с тем, что его взяли на работу. Я так никуда и не устроился. Но это не помешало мне зарабатывать деньги фрилансом на фотографии и видеографии. Как же это происходило? Опять-таки, спасибо большое 21 веку, спасибо большое за эти коммуникационные возможности, которые позволяют тебе, не знаю, связываться с кем угодно, находить какие только хочешь opportunity. И такая ситуация помогла мне буквально за пару дней заработать еще на 2 месяца проживания там, в Дубае. Помимо простых фотосессий, видеографий, которые приносили мне около, не знаю, 4-7 тысяч в день, я наткнулся на проект примерно так же, как я раньше писал в Telegram: подскажите мне, где остановиться. Также я получил сообщение, точнее в группе увидел сообщение: мы приезжаем, нам нужен фотопомощник. Оказалось, это ребята из Беларуси с профессиональным оборудованием для видеографии, для съемок фильмов, и им нужен был человек, который организует 3 съемочных дня. И таким человеком оказался я. В этот период я на самом деле испытал себя конкретно, потому что что? Потому что необходимо было быть одновременно переводчиком, необходимо было найти моделей англоговорящих или не только. Необходимо было найти площадки, где снимать, необходимо было снять рент, а с учетом того, что я сам в Дубае находился еще меньше месяца, по сути, связями никакими не обладал, и
надо было вертеться, как говорится. Да, эти дни были невероятно трудные и стрессовые, потому что модели иногда сливались за один день, да или даже за несколько часов до съемок. Тебе необходимо было искать других, тебе необходимо было, в принципе, их обзванивать, находить, собирать всех вместе, чтобы потом отправиться в пустыню. И это невероятно челленджово, но оно того стоит. Я говорю даже не про деньги, я говорю про ощущение. Все зависит от тебя самого, насколько ты располагаешь к себе людей, насколько ты обладаешь какими-то навыками. И в 21 веке в этом плане тебе нужно развивать больше так называемые soft-скиллы. Это публичное выступление, это, не знаю, смелость к выражению своего мнения, это эмпатия, это эмоциональный интеллект, это умение находить нужную информацию вместо того, чтобы просто запоминать миллионы байт ненужных данных. Все эти трудности, все эти испытания, все эти удачи дали мне понять, что где бы я ни находился, я смогу зарабатывать себе на жизнь, я смогу зарабатывать себе на безбедное существование. Именно поэтому я не ставлю деньги, какую-то материальную составляющую, конечной точкой, идеалом моего пути, потому что мне хочется верить, что человек способен на большее, человек способен жить, трудиться во имя идеи, которая способна перевернуть этот мир, а не только ограничиваясь какими-то материальными благами, типичными вот этими рамками общества, квартирой, машиной, дачей. Поэтому я расскажу, что же я еще делал в Дубае. Помимо работы, это были определенно спорт, новые знакомства и подготовка к сдаче государственного экзамена в университете. Спорт был абсолютно любой. Это и плавание, и баскетбол, и футбол, и йога. Мне трудно передать словами, насколько любые физические активности меня воодушевляют, насколько они являются для меня медитацией и даже не частью жизни, а самой жизнью. Мне не хочется ни о чем думать, мне достаточно погрузиться в процесс. Настолько это меня воодушевляет и поднимает над всеми трудностями, проблемами, что я безгранично счастлив в такие моменты. Через тот же спорт я нахожу множество единомышленников и просто хороших друзей, с которыми я могу поделиться своими откровениями, с которыми я могу поделиться своими советами и взамен получить от них эту энергетику, этот ответ и какие-то лайфхаки, касающиеся не только развития физических способностей, не только развития ментальных способностей, но всего. При этом важно, что ты должен осознавать, это значимость искренности и выражения своих инсайтов, своих чувств. Когда ты начинаешь изливать свою душу этому миру, он подбрасывает тебе невероятное множество подходящих людей, подходящих событий. Твой мозг начинает фокусироваться на том, что поможет тебе достичь цели. Твой мозг начинает фокусироваться на том, что приведет к тебе результату. Это как фокус на камере. Ты выбираешь точку, на которую тебе надо сфокусироваться. Вместо того, чтобы пытаться обозревать все, он помогает тебе сделать картинку четкой. Касаемо подготовки к экзамену, на самом деле у меня ничего не удавалось, я имею в виду, я как-то отнесся к этому халатно. Несмотря на это, удалось сдать на отлично, получить диплом бакалавра успешно и закончить это 4-летнее обучение. Рабочий режим, да, и заставить себя все-таки написать экзамен после благополучного возвращения будет уже сложно. Еще раз хочу поблагодарить ковид за онлайн, потому что он мне подарил потрясающий год возможностей, год испытаний, год практик, год построения себя. И давайте теперь перейдем к плюсам и минусам, которые я выделил за 45 дней проживания в Дубае. Что разительно замечается по приезде в Москву, это погода. Несмотря на то, что сейчас стоят знойные жаркие дни, 35 градусов, для Дубая это только раннее утро. И большую часть времени там была температура дневная от 45 и доходила даже до 52 рекордных градусов. Это трудно описать словами. Первую неделю я просто был как рыба, которую выбросили на берег из воды. Касаемо даже моря, было плавать невозможно, потому что ты заходишь как в теплую ванну. У меня было такое, на самом деле, впервые ни на Кипре, ни в Болгарии, ни в Турции, где температура воздуха поднималась до тех же 40 градусов. Я такого не наблюдал. Вода грязная. Ну не грязная, мутная. Ловить здесь нечего. Буйки очень близко к берегу, плавать можно только вдоль.
Возможно, кому-то это доставляет удовольствие, но я люблю подальше заплывать. Именно поэтому, если вы хотите отдохнуть, а не сдохнуть, лучше туда лететь, имею в виду в Эмираты, в период с середины сентября по середину мая. И как же это неописуемо приятно на таком зеленом кусочке в пустыне слышать пение птиц. Потому что лето — это не сезон. Оттуда все уезжают, даже местные жители, потому что это тяжело. Для кого-то это минус, для кого-то это нет, но во многих Эмиратах, в том числе в Дубае, алкоголь запрещен. По крайней мере, в большинстве супермаркетов, в большинстве гипермаркетов ты ничего не найдешь. В некоторых Эмиратах он вообще полностью запрещен на законодательном уровне и карается, соответственно, штрафом его употребления. А где-то есть специализированные места, но там он стоит значительно дороже, как вы можете понять. Именно поэтому, когда я летел, меня попросили приобрести алкоголь в duty free. Следующий дорогой аспект – это такси, это телефонная связь и интернет. Я не буду вдаваться в подробности и перечислять цифры, я просто скажу, что это значительно дороже, чем в Москве. Тебе кажется, что когда ты летишь в Дубай или в Эмираты, ты будешь там видеть арабов, но по факту это не богатые индусы, филиппинцы, афроамериканцы. И дело даже не в их каком-то статусе, а в той культуре, которую они привносят в ОАЭ и по факту трансформируют эту реальность под свой колорит. И это сильно замечается, насколько особенно индийская культура влияет на эту страну. И этот минус плавно перетекает в еду, в уличную еду, потому что она жирная, она жареная. Это минус для тех, кто падок на пищу, кто не может себя контролировать, кто покупает первое попавшееся под руку. Ведь от этого страдает не только внешний вид, от этого страдает желудочно-кишечный тракт, что негативно сказывается потом и на кровеносной системе, и в итоге мы умираем. Он пустой, меня обманули. Нет, не так все печально. Следующий спорный момент – это строгие штрафы и непонятные законы. Что я имею в виду под непонятными законами? Больше всего меня раздражало, что необходимо надевать майку в общественных местах. То есть для того, чтобы побегать, для того, чтобы позаниматься спортом, необходимо было по-быстрому рискнуть, обязательно находиться в одежде. И мне трудно на самом деле передать на словах, насколько это некомфортно, насколько ты потеешь, насколько ты потом буквально выжимаешь из себя все эти соки, воды. И ради чего? Просто из-за того, что религия не позволяет. И поэтому, как вы видите, маечный загар. Несмотря на это, несмотря на страх получения штрафа, я продолжал загорать на футбольном поле практически каждое утро. Также к трудностям я бы отнес масочный режим, потому что ты должен был везде находиться в поднятой маске. Не знаю, насколько это все правда, насколько это все нет, но большую часть времени я ходил либо с маской в руке, либо опущенной внизу. Да, я боялся штрафа, да, в какой-то степени я верил, что могу его получить, но одного прошли успешно. Так вот, касаемо штрафов, которые действительно прощутил не на себе, но через знакомых, через тех же как раз ребят, которые приезжали из Беларуси, с которыми мы снимали рент, мы превысили скорость на 30 километров, и это обошлось нам в 12 тысяч рублей. Да, штрафы там на самом деле за многое очень суровые, и в принципе в обществе стоит такое чувство безопасности, потому что многие невероятно боятся штрафов, многие невероятно боятся этой кары закона, который ударит как по их кошельку, так по их репутации, так и по возможному выдворению из страны, а с учетом того, что опять-таки, как я говорю, 85 примерно процентов это приезжие, то все невероятно соблюдают и блюстят законы. Не блюстят, а походу блюдут или соблюдают. Пришло время переходить к плюсам. Да, для многих может показаться странным, что в Дубае я жил дешевле, чем в Москве, но это факт. За проживание у меня уходило в месяц 12 тысяч рублей, а на питание чек составлял около 8-10 тысяч. Причем я регулярно питался натуральной здоровой пищей. Овсянка, изюм, сушеный банан, ядра конопли, рыба с жареным тофу, луком, томатами, свежим перчиком на питте.
Неотъемлемые атрибуты моего рациона здесь, да и везде, вода, фрукты и овощи. Сегодня мой потрясающий завтрак — это кешью, бананы, йогурт из цельного молока, ну и добавим немножечко вкуса. Утро начинается не с кофе. Это были фрукты, овощи, орехи, это были бобовые, это были рыба, это были также некоторые молочные продукты, это были такие тропические фрукты, как манго, ананасы, кокосы. Если еще брать в расчет, что большая часть продуктов в Дубай привозится из Европы, это я уже говорю о каких-то полуфабрикатах, каких-то сладостях, о каких-то низкокалорийных сиропах, о каких-то, не знаю, таких продуктов, которые я даже не могу найти в Москве. И такая ситуация меня порадовала, потому что я слышал до этого про Дубай, это здесь жить дорого. Если же мы берем за сравнение обычные магазины, я имею в виду супермаркеты, гипермаркеты, и сравниваем их с теми же ценами в наших перекрестках, пятерочках, ашанах, лентах, то там это все дешевле. Я имею в виду, если мы берем какую-то общую сравнительную цену, не по конкретным продуктам. Например, да, некоторые категории товара, такие как сыр и творог, там невероятно завышены по цене. А в Украине сколько стоит? Дешевле, братан. Подожди, это же до хрена. Да, 400 рублей. Но если мы берем фрукты, овощи, орехи, те же сладости, это обходится в разы дешевле. Я сейчас это сильно заметил, когда приехал в Москву, потому что вчера я сходил в магазин и офигел, что морковка стоит 100 рублей за килограмм. Морковка в России стоит 100 рублей. Там я покупал манго за 80 рублей за килограмм. Таким образом, прежде чем что-то говорить, прежде чем кого-то слушать, необходимо все это испытать на себе, необходимо все это пропустить через свою призму, через свой опыт, и только потом делать какие-то выводы, суждения. Потому что сейчас такой мир, знаешь, очень много везде слухов, очень много информации, и сложно понять, где правда, где объективные суждения, а где просто бред. Другой плюс, помимо дешевизны, это потрясающие возможности, которые касаются практически всех сфер жизни. Я говорю и о выборе жилья, я говорю и о спорте, я говорю и об образовании, я говорю и о приключениях. Пустыни, заливы, музеи, особняки, бескончаемое множество рекреационных ресурсов. Это бескончаемое множество культурных и природных наследий. Это безграничный выбор тех же продуктов питания, игрушек, техники, всего, что угодно. Следующий немаловажный аспект — это удобство оплаты, потому что я использовал свою карту, обычную Visa, MasterCard, которая сбербанковская, которая альфа-банковская, и конвертировалась у меня валюта выгоднее, чем если бы я обменивал наличку. Наличку я обменивал только для того, чтобы заплатить за хостел. Все остальные покупки я совершал с помощью кредитки. Также здесь отлично развита система транспорта. Все, что тебе нужно, это в принципе метро и автобусы. Цена на метро варьируется и составляет от 60 рублей до 280 рублей за поездку. Да, здесь зональная система, поэтому надо быть внимательным. Касаемо же автобусов, вне зависимости от дистанции, цена составляет 60 рублей. И иногда это действительно и быстрее, и одновременно дешевле доехать именно на автобусе. Еще немаловажный плюс, который в принципе должен стоять первым, это удобство въезда. Я имею в виду, русским на первые 3 месяца не нужна виза. Точнее, как вы по сути живете на туристической визе, но и для нее вы ничего не оформляете. Вам не надо подавать дополнительные заявления, вам не надо идти в какое-то консульство, платить дополнительный налог, пошлину. Вы просто сдаете ПЦР-тест, приезжаете в Дубай, в Эмират любой и живете здесь на протяжении 90 дней. Потом вы даже можете продлить свою туристическую визу. В среднем продление стоит 30 тысяч на 3 месяца без выезда из страны. И жизнь прекрасна. В завершении своего видео я хотел бы поблагодарить себя за то, что не побоялся поехать в неизвестность. Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые мне встречались на моем пути. Я хотел бы поблагодарить все те места, которые мне удалось увидеть. Я хотел бы поблагодарить и благодарю эту жизнь за потрясающие возможности, за потрясающие откровения, которые она дает тебе. Если ты искренен перед самим собой, если ты искренен перед своим окружением и не боишься изливать то, что действительно идет у тебя изнутри.
Вне зависимости от того, где ты живешь, вне зависимости от того, на каком языке ты говоришь, нет смысла сменять обстановку, нет смысла убегать от себя. Не ограничивайтесь рамками и границами, которые вам насаживает общество и правители. Освободитесь. Потому что везде одинаковые возможности, все зависит в первую очередь от твоих умений, от твоего бэкграунда, от твоего желания, стремления. И когда мы пытаемся изменить окружение, когда мы пытаемся изменить форму, по сути, ничего не меняется. Это в первую очередь действительно бегство от себя, бегство от своих каких-то... Когда же ты четко понимаешь свои идеалы, свои ценности, свои принципы, свои сильные и слабые стороны, вне зависимости от ситуации, вне зависимости от места, где ты проживаешь, ты сможешь найти и работу, ты сможешь найти и учебу, ты сможешь найти, как реализовать себя. Единственное, что тебе нужно, это не побояться взглянуть себе в глаза и без какой-то фальши увидеть то, что есть на самом деле. Не тем, каким ты хочешь себя видеть или казаться, не тем, каким видит тебя общество. Не бойся сделать этот шаг. Не бойся увидеть пустоту. С любовью, Кирилл.